Мать на несколько секунд оставила годовалого ребенка наедине с собакой. Она была ошеломлена, когда вернулась в комнату. Хотя пес у них был всего несколько дней, она была уверена, что у него мягкий характер, и он не будет представлять опасности для ее семьи. Но потом случилось это. Она уже собиралась броситься на помощь своему ребенку, но тут заметила кое-что, что заставило ее задуматься. И когда она поняла, что происходит на самом деле, она не могла в это поверить. А все началось, когда Кэтрин и ее муж родили дочь Шарлетт. Через несколько месяцев они решили расширить семью. Но вместо того, чтобы завести еще одного ребенка, они решили, что для Шарлетт будет хорошо иметь пушистого друга. Он даст ей безопасность, а позже научит ее чувству ответственности. Но им не нужна была любая собака. Пара подумывала о покупке щенка у заводчика, чтобы у них была собака именно с теми качествами, которые им нужны для их семьи. Однако, в то же время она также хотела подарить собаке хороший дом, у которого его еще не было. По воле судьбы вскоре они узнали о собаке-спасателе, которая изначально была получена от заводчика. Единственная проблема заключалась в том, что его порода имела репутацию агрессивной и непредсказуемой. Это был взрослый кобель-доберман. Собак этой породы изначально разводили как личных сторожевых животных, поэтому они генетически предрасположены к особой защите и проявлению агрессии. Но было что-то особенное в этой собаке, с которой столкнулась Кэтрин. Заводчик продал собаку покупателю, но позже узнал, что с ним плохо обращались, и спас его. Его состояние было ужасным. Он был голоден, и у него были сломаны ребра, что позволяет предположить, что его избили. На самом деле все было настолько плохо, что ветеринары решили усыпить его. Но тут в дело вступила Кэтрин. У ее мужа были некоторые отговорки. Правильно ли они выбрали собаку для семьи? И действительно ли они все продумали? Он не хотел, чтобы радость от появления нового члена семьи затмила их суждение. Даже узнав о его бурном прошлом, Кэтрин не могла не влюбиться в этого пса, как только встретила его. У него была личность, которая заставляла ее чувствовать себя комфортно. И вот, несмотря на все предупреждения, она усыновила его и назвала Ханом. Ей не терпелось забрать его домой и познакомить со своей 7-месячной дочерью. Но это не означало, что она будет безрассудно вести себя с новой странной собакой в своем доме. Она решила принять все меры предосторожности. Первые дни, что Хан был в доме Кэтрин, ни она, ни ее муж не сводили с него глаз. Малышка Шарлетт была очарована своим новым пушистым братом, и он, казалось, хорошо вел себя с ней. Он всегда был спокоен и нежен. Кэтрин подумала про себя, что приняла правильное решение, хотя и оставалась осторожной, когда собака и ребенок были рядом. Но затем, в один прекрасный день, вся ее точка зрения изменилась. Кэтрин оставила Хана играть в саду с дочерью, пока она мыла посуду на кухне. Словно почувствовав неладное, она выглянула из кухонной двери и увидела картину, которую никогда не забудет. Но прежде чем она успела что-то с этим поделать, было уже слишком поздно. Хан то и дело подталкивал Шарлетт и сжимал ее мордой. Он толкал ребенка вперед, словно пытаясь заставить ее отреагировать. Шарлетт ничего не знала и продолжала играть. Затем он сжал ее подгузник в зубах. Кэтрин выкрикнула имя Хана, наблюдая за происходящим в ужасе. Мысли Кэтрин проносились в ее голове. Она слышала ужасы о собаках, но могло ли это случиться с Ханом? Она не могла избавиться от ощущения, что во всем виновата она. Ей следовало быть более осторожной. Ей не следовало отпускать Шарлетт на улицу одну. Затем Хан сделал то, от чего ее сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Хан схватил Шарлетт за подгузник и швырнул ее на несколько метров через двор, как тряпочную куклу. Кэтрин не могла поверить своим глазам и на мгновение замерла, не зная, что делать. У нее было только одно на уме — она должна броситься на помощь своему ребенку. Кэтрин подбежала к дочери и поспешно подняла ее. Она осмотрела ее, пока не убедилась, что она невредима. Она была удивлена, увидев, что у ребенка всего несколько царапин. Когда она повернулась к Хану, она почти ожидала, что он тоже нападет на нее.
Но вместо этого собака сделала что-то странное. Хан с трудом встал на ноги. Он тяжело дышал и пускал слюни. Он поднял переднюю лапу, словно от боли. Затем его дыхание стало тяжелым, и он рухнул. Состояние Хана ухудшалось прямо на глазах. Здесь явно происходило что-то еще. Кэтрин не могла понять, что произошло. В панике она смотрела во все стороны. Она чувствовала себя беспомощной и подавленной в этой ситуации. Затем она увидела, что в траве лежит тайпан, одна из самых ядовитых змей Австралии. Одного укуса этой змеи достаточно, чтобы покончить с жизнью взрослого человека. Только сейчас Кэтрин поняла, что происходит. Хан отшвырнул Шарлетт от опасности и пожертвовал собой. Но заплатил ли он за этот героический поступок жизнью? Кэтрин поняла, что Хан, должно быть, был укушен, пытаясь защитить маленькую Шарлетт. Зная об опасностях австралийской дикой природы, Кэтрин знала, что это гонка со временем. Пришлось срочно бежать к ветеринару за противоядием, потому что иначе у него было мало шансов выжить. Была только одна проблема. Кэтрин была дома одна с Шарлетт. Но она не хотела, чтобы пес умер после того, как он спас жизнь ее ребенку. Изо всех сил она подхватила раненого пса и кое-как уложила его в багажник своей машины. Затем женщина помчалась к ветеринару с собакой в багажнике. По дороге, почти не обращая внимания на правила дорожного движения. «Я даже не остановилась на красный свет», призналась она позже в интервью. Кэтрин добралась до ветеринара, который немедленно принял Хана и сделал ему инъекцию противоядия. Хотя Кэтрин очень хотелось узнать, как себя чувствует ее собака, ветеринар сказал ей, что им придется подождать до следующего утра, чтобы увидеть, подействовало ли противоядие. Она неохотно пошла домой, не зная, чем все закончится. Укус тайпана обычно смертелен. Но, возможно, Хан не получил полной дозы яда и переживет ночь благодаря своим размерам и весу. Один эксперт предположил, что он мог выжить, потому что змея не смогла ввести весь свой яд ему в лапу. Но он не хотел возлагать на Кэтрин особо больших надежд. Так или иначе, Кэтрин всю ночь молилась, чтобы Хан выжил. Она не закрывала глаза и волновалась до следующего утра. На следующий день ей позвонил ветеринар. Молодая женщина заплакала. Хан был в стабильном состоянии, и уже на следующий день он вернулся домой. Маленькая семья не могла поверить своему счастью. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.